Предпоследняя глава саги Амфареуса уже здесь, и она проливает свет на главные тайны этой истории. Кто такая Темень и какова ее истинная связь с Март? Как лазурный дракон Даньхэн стал хранителем целого мира и обрел новую божественную силу? И какова настоящая цель пути памяти на Амфареусе? Ответы на эти вопросы наконец-то даны, и в этом видео мы разберем все по порядку. Мы узнаем об истинных целях Эона Фули и его сада воспоминаний. Проследим за развитием истории 13-го Титана, чья гробница была найдена. И самое главное, раскроем трагическую судьбу Кирены, чтобы понять, почему все указывает на то, что именно она является могущественным эманатором памяти. Итак, вспомним финал прошлой главы. Пламя опоры мира возвращается в вихрь сотворения. Казалось бы, миссия выполнена и кризис миновал. Но в этот триумфальный момент первопроходец инстинктивно понимает, что-то идет не по плану. Ощущение тревоги не обманывает. Ядро времени, ключевой элемент всей операции, так и не достигло своей цели. Оно не было возвращено в вихрь сотворения. Это может означать только одно – в игру вступила новая сторона. И в этот миг перед первопроходцем предстает Темень, готовая сделать свой ход. Ее первые слова – это шокирующее откровение – Март больше не существует. Ее воспоминания сожжены, а сама Темень – лишь тень от догоревшей свечи. Она объясняет, что проникла в сознание первопроходца, и поэтому только он может ее видеть и слышать. Затем Темень раскрывает масштаб катастрофы. Ядро времени так и не вернулось в вихрь. Это означает, что эра воскресающей Земли в этом цикле просто не наступит. Но как же так, ведь никто ничего не заметил? Ответ прост. Темень отредактировала воспоминания всех вокруг, чтобы скрыть это противоречие. Ее конечная цель – использовать механизм эры воскресающей Земли, чтобы на его основе воссоздать иной, идеальный Амфареус. Но в чем именно заключается ее план? Дело в том, что мир Амфареуса воссоздается из памяти подпирающего мир. Иными словами, Темень собирается отфильтровать эти воспоминания. Она отберет лишь нужные, идеальные воспоминания, а все остальное выбросит. Это значит, что все павшие герои, все невинные жертвы, вся боль и все страдания, через которые прошел этот мир, все это будет забыто. Их забудут так, будто их никогда не существовало. И раскрыв свой замысел, Темень приступает к его исполнению. Темень погружает первопроходца в сон, сотканный из счастливых воспоминаний. Однако даже в этой идеальной иллюзии он чувствует подвох. Оказывается, Темень действует из искаженного желания защитить Март. Она пытается исполнить ее последнее желание, чтобы их экспедиция освоения никогда не заканчивалась. И ради этого она готова на все. Но у первопроходца появляются неожиданные союзники. Кирена и Воскресение вторгаются в это пространство воспоминаний, чтобы вырвать его из иллюзий. Кирена, приняв облик Мемо, становится его проводником. Она уводит его, и первопроходец оказывается на космической станции Герта. Там ему предстоит увидеть собственное затерянное воспоминание, то, что было с ним до непосредственного нового пробуждения. Момент, который предшествовал началу его жизни как первопроходца. В этом забытом воспоминании перед ним предстают Кафка и Серебряный Волк. Кафка обращается к первопроходцу за мгновение до его пробуждения и раскрывает истинную суть его путешествия. Она говорит, что он главный герой этой истории и что сама Вселенная выбрала его. Ведь именно он – ее единственный шанс избежать судьбы, предначертанной завершенностью. Дело в том, что согласно пророчеству Терминуса, 4 пути эонов неизбежно приведут Вселенную к гибели. И судьба первопроходца – встретить на своем пути эона каждого из этих путей. 3 из них известны – это разрушение, гармония и небытие. Но есть и 4-й, таинственный путь, который еще не проявил себя. Что это, пока остается лишь гадать. И как мы знаем, 2 из этих пророчеств уже сбылись. Разрушение и гармония уже явили свой лик первопроходцу. Но не успевает первопроходец осмыслить это откровение, как на него внезапно нападают духи памяти, созданные Теменью. Именно в этот момент с ним связывается Воскресение. Он сообщает, что с помощью особой настройки может вырвать первопроходца из этого ментального сна. Однако Темень немедленно вмешивается, чтобы помешать побегу. Она появляется лично в самый критический момент и вступает в прямое противостояние с Воскресением.
После боя Воскресенье делится своими выводами о Темени. Он считает, что она стремится лишь к одному – защитить Март. Иными словами, Темень не враг в привычном понимании, она просто идет к своей цели, используя собственные разрушительные методы. Сам Воскресенье пострадал в бою и больше не может помочь с настройкой. Но его самопожертвование не было напрасным. Он отвлек Темень и выиграл драгоценное время для Черного Лебедя. Она воспользовалась этим шансом и проникла в пространство пути. Там она обнаружила пустые оболочки воров памяти. Войдя в контакт с остатками их сознания, она получила ценные сведения. Воры памяти охотятся за неким семенем памяти. И главное, она узнала, как они вообще попали на Амфареус. Это произошло, когда на планету прибыла Март. Фактически ее появление разрушило защитный барьер. Итак, выясняется, что Март прибыла на Амфареус задолго до первопроходца и Даньхэна. Мы помним тот момент в пространстве пути памяти. Кирена прямо предупреждала ее об опасности. Но Март ослушалась, потому что ее главной целью была защита друзей. Именно за этот героический поступок она и поплатилась. Время на Амфареусе течет совершенно иначе, чем во внешнем мире. Март прождала команду целых 97 дней. Но друзья так и не появились. Сама же Март стала чем-то вроде миметического существа, невидимым призраком в мире Амфареуса. Так кто же такая Темень? Это иное я Март, которая владеет ее настоящими воспоминаниями и появляется в моменты крайней опасности. Кстати, это не первое ее появление. Внимательные игроки вспомнят, что она уже проявляла себя года назад во время инцидента с Аргенти. Но почему она проявилась сейчас? Март оказалась в безвыходной ситуации. С одной стороны, угроза Ликурга и хранительниц сада, с другой – желание любой ценой защитить друзей. Она пошла на отчаянный шаг. Отдала свои текущие воспоминания Темени, по сути, сожгла их, и передала ей контроль над своим телом. Темень, используя свои силы, помешала ворам памяти на Амфареусе. Для них она заклятый враг, ведь Темень способна полностью стереть воспоминания. Черный лебедь, став свидетелем этого, мгновенно поняла, с кем имеет дело. Она попыталась отступить, но было уже поздно. В итоге Черный лебедь оказывается лицом к лицу с Теменью. В это же время Кирена, все еще запертая в мире воспоминаний первопроходца, делает неожиданную находку – фотоаппарат Март. Внезапно из него появляется дух памяти. Кирена сразу понимает – это и есть настоящий дух Март. И у этого духа лишь одна просьба – найти ее товарищей. Этот момент может показаться незначительным, но он еще сыграет ключевую роль в дальнейшем сюжете, так что пока просто запомним его. А теперь перенесемся на переговоры между обществом гениев и Зандером. Для того, кто прожил так долго, терпение – главный козырь. Зандер уверен, что ему нужно просто ждать. Однако в игру вступает третья, неожиданная сторона – Анаксагор. Вспомним его историю. Он превратил себя в философский камень, заключив свою суть в формулу. Его прах развеяли в вихре, но это не было концом. Фактически, так он сохранил свое сознание. Сотни лет он спал в потоке данных, и теперь, наконец, пробудился. Он проник в разум Зандера и читает его мысли, словно открытую книгу. Цель Анаксагора проста – вывести Зандера из равновесия и спровоцировать его на необдуманные действия. Во время переговоров Зандер тоже упоминает 4 пути, ведущие Вселенную к гибели. То же самое пророчество, что мы слышали от Кафки. Правда, он не уточняет, какие именно пути. Но это не все. Он также раскрыл несколько важных деталей о ключевых фигурах Вселенной. Во-первых, фракция небытия, известная также как Устройство 9, была создана 4-м гением Полькой Какамонт. Причиной стало то, что она заметила некую рябь в мироздании. Во-вторых, доктор Примитив тоже сделал свой ход. И в-третьих, мы узнали трагическую судьбу 2 императоров Руперта. У них был шанс зайти на трон Эона Разрушения, но они оказались втянуты в интриги Эонов и стали пленниками эрудиции. А что же наш старый друг Даньхэн? В финале прошлой сюжетной арки он столкнулся с Теменью. Теперь он пытается вернуться на Звездный экспресс, используя ментальный прыжок, но попадает в ловушку.
Тем не менее, благодаря своей решимости и силе воли, ему удается вырваться из нее. Важно отметить, что это событие произошло до того, как Черный Лебедь отправилась на встречу с Теменью. Именно из последующих разговоров Даньхэна с ней и с четвертым зеркалом Герты мы узнаем новую, крайне важную информацию. Эта информация проливает свет на тех самых радикалов из Сада воспоминаний, о которых мы слышали в прошлых обновлениях. Их цель – заполучить воспоминания о величайших катастрофах, о падении путей. Проще говоря, они охотятся за памятью о гибели эонов. На Амфареусе они хотят зафиксировать причины и последствия уничтожения эрудиции с Талисклепом. Радикалы знали о влиянии разрушения на Амфареус, но не могли вмешаться в события мира напрямую. Поэтому они выбрали тактику выжидания и сокрытия информации. По сути, своим бездействием они способствовали разрушению. Но прибытие команды освоения все изменило. Оно пробило брешь в информационном барьере, и это позволило памяти наконец полноценно вступить в игру. И, наконец, главный вопрос. Как Даньхэн и первопроходец вообще попали на Амфареус? Оказывается, им помогла Темень. Именно она помогла им пробить барьер. Это подтверждает, что она, по сути, на стороне Звездного Экспресса, хоть и действует своими радикальными методами. При этом она позаботилась о безопасности их физических тел. Она окутала их веществом, похожим на меморию, оставив их под защитой за пределами Амфареуса. На саму планету попали только их сознания. Однако есть и плохие новости. Хотя обществу гениев и удалось помешать Ликургу, теперь сам путь памяти окутал Амфареус, полностью закрыв вход для посторонних. Впрочем, эта блокировка не действует на тех, кто уже побывал на планете. Услышав это, Даньхэн принимает твердое решение, во что бы то ни стало, воссоединить экипаж Звездного Экспресса. Он просит отправить его сознание обратно на Амфареус. Итак, Даньхэн возвращается на Амфареус с помощью Скрюлума. В рамках Временного Союза его проводником становится Ликург. Цель – найти, где скрывается Темень. На пути им встречаются искаженные хранители памяти. Они поддались влиянию разрушения и превратились в настоящих монстров. Становится ясно, что Темень укрылась в самых потаенных уголках времени. Чтобы найти ее, им нужно пробудить Каослану. Только он способен своей яростью озарить вечную ночь, пробить тьму и указать путь. Каослана фактически утратил собственную личность. Он стал живой печатью, сдерживающей темное течение. Но в глубине его сознания сохранилось одно воспоминание о товарищах безымянных, которые пришли на помощь и изменили ход событий на Амфареусе. Каослана совершил невозможный подвиг. В своей последней битве он потерпел поражение, но сумел ранить самого бога, Нанука. Капля его золотой, божественной крови упала на землю, став последним благословением эона разрушения. Каослана слился с этой каплей божественной крови. Последняя память о дружбе с первопроходцами придает ему силы. Она помогает ему пробудиться, озарить тьму и, разрушив печать, открыть проход вглубь земли. 闇夜の向こうへ。黎明はそこにある。そしていずれ昇る烈日も。 Ликург дает Даньхэну последнее предостережение о Темени. Он рассказывает, что глаз пустошей, так называемый Златиус Земли, погиб в этом цикле. И по мнению Ликурга, Темень как-то с этим связана. Получив эту информацию, Даньхэн отправляется дальше, в глубины рощи. Даньхэн прибывает в рощу и сталкивается с фигурой в человеческом облике, которая выдает себя за глаза пустошей. Оказывается, он не враг Темени, наоборот, она помогла ему здесь укрыться. Однако этот ложный глаз явно не в себе и пытается завладеть силой постоянства Даньхэна. В разгар битвы с потоками мемории появляется неожиданная помощь. Даньфэн – сгусток воспоминаний о прошлом самого Даньхэна. Вместе они одолевают угрозу и решают найти Гиселенцу, которая ранее была с первопроходцем. Они находят ее. Гиселенца объясняет, что пыталась помешать Темени, направив потоки вод, но ей преградили путь скалы. Продвигаясь вглубь, Даньхэн и его прошлое «я» Даньфэн натыкаются на счастливые, но болезненные воспоминания заоблачного квинтета. И глядя на призраков своих друзей, Даньфэн не испытывает раскания, только тяжелую решимость. Он, наконец, объясняет, почему пошел на тот роковой шаг. Почему использовал запретный арканум трансмутации, чтобы попытаться вернуть Байхэн. Для него это не было преступлением, это была клятва. Разве можно было смириться с потерей?
Смерть друга – это не просто трагедия. Это поражение и небытие всего. И он, Дань Фэн, был единственным, кто мог взять на себя все бремя этого выбора. Взять на себя всю ответственность, чтобы исправить эту ошибку Вселенной. Затем Дань Фэн задает Дань Хэну главный вопрос. Чем тот готов пожертвовать ради своих новых друзей? Ответ Дань Хэна звучит без тени сомнения. Всем. Наконец они добираются до настоящего глаза пустошей. Оказывается, тот, кого они встретили ранее, был лишь духом памяти Гороломом, в прошлом верным товарищем Гласа. Сам Глаз пустошей находится при смерти. Он объясняет, что заключил сделку с Теменью, чтобы искупить вину за свое прошлое предательство. Этим предательством был его поход против Титана Земли. Короля Геозавров не отпускало чувство вины за предательство веры своего друга, ведь он не должен изначально пойти против Титана. Сделка с Теменью была такова. Она воссоздала для него образ Горолома, а Глаз, в свою очередь, скрыл ее следы с помощью своей божественной силы. Это место, руины глубоко под Амфареусом, является великой гробницей, хранящей тайны прошлого. У Гласа есть последнее желание – защитить всех живых существ. Он поясняет, что в эру воскресающей Земли Кефал помнит людей, поэтому долг короля Геозавров – запомнить всех остальных. Но сам он уже слишком стар для этого. Тогда Дань Хэн предлагает взять эту ношу на себя. Он готов принять пылающее ядро Земли, чтобы сохранить память обо всех живых существах Амфареуса и пронести ее в будущее. Глаз пустоши принимает его предложение. Дань Фэн прощается с Дань Хэном. Все, что до сих пор Дань Фэн оставлял, исчезло. Дань Хэн един. Он движется к своему постоянству и исполняет обещание, данное Глазу пустошей. Он принимает в себя наследие целого мира, души 2 миллионов живых существ Амфареуса. Они сплетаются с его сущностью, и через путь постоянства эти искры жизни начинают свой путь к далеким звездам, чтобы однажды родиться вновь. Дань Хэн стал для них мостом во Вселенную. Горнило пламени теперь пульсирует в его жилах, и порой в моменты затишья он улавливает взглядом нечто за гранью реальности. В трещинах самого космоса колоссальный силуэт. Это гигантский дракон, и Дань Хэн понимает, имя ему – постоянство. Обретя же силу полубога Земли, он получил невероятные способности. Он чувствует планету, ее недра и потоки. Дань Хэн понимает, срезонировав с Землей, ему удастся найти первопроходца и вытащить его из ловушки темени. Движимой решимостью, что тверже самой скалы, он готовится спасти своего друга. Дань Хэн погружается в особый поток меморий, который помогает ему создать сама Земля. お前はかつてこう聞いた。俺にとって開拓とは何かと。それは千の意志と万の姿を持つ。開拓とは自らを救おうとする人々と生きとし生ける者、そしてお前と共にあることだ。たとえ運命の盛衰を目にし、たけり狂う荒波を前にしても、俺は開拓の名のもとにお前の進む道を守ろう。不朽不滅をもって発光をかけ、厄災を払え。
サーシスの体重オンパロスを見届けし者。これからその根をたどって太古の地に潜る。お前を見つけるために。その道で俺は連なる山脈となり都市国家を背負うことになるだろう。海流や潮流に導かれるまま岸辺の岩礁に打ち寄せ、名もなき荒野を抜けた後止むことのない雪を降らせる。そして昼夜の流天に巻き込まれ、世界の指針にある始まりの暗闇の中で道を見失う。いい加減お前をこの迷宮から連れ出してやりたい。だが目に頼っていては無理だろう。やはり俺たちを外へと導くのはいつだってお前なのかもしれない。久しぶり。ああ、要件を片付けたら旅を続けよう。答えはそこにある。おい、炭鉱起きろ。小一妙さ、訓命無二、一位先進。俺は大地でありその上に生きる全てでもある。俺はお前だ。Первопроходец и Даньхэн наконец воссоединились. Их общая цель ясна – найти темень и вернуть Март. Даньхэн отмечает, что сила забвения, которой обладает темень, практически безгранична. Он даже сравнивает ее мощь с силой эманатора. Что именно представляет собой эта сила забвения, нам предстоит узнать совсем скоро. Теперь путь героев лежит в Великую Гробницу. Перенесемся к темени и Черному Лебедю. Вспомним, в прошлый раз темень явилась прямо к ней. Однако она не стала нападать. Вместо этого темень дает Черному Лебедю возможность увидеть все своими глазами. Увидеть, какую именно роль память играет в судьбе Анфареуса. Место, куда они попали, это гробница безымянного Титана, где и укрывается темень. Важно то, что именно это место стало отправной точкой для путешествия Март на Анфареусе. Чтобы понять значимость этого, нужно вспомнить баланс сил на планете. Здесь существует три сущности, равные по силе эманаторам. Зандер – путь эрудиции. Сталисклеп, представляющий путь разрушения. И третий, неизвестный, гипотетический эманатор памяти. Сад воспоминаний всегда пытался раскрыть тайны Анфареуса. Но именно эта сила памяти от эманатора защищала планету. А когда же разум Март попытались захватить, ее спасла так называемая рябь памяти. Именно эта рябь не только перенесла Март в безопасное место, но и держала воров памяти по иную сторону. Март попала в предпоследний временной вечный цикл. Она очнулась в месте под названием Омут Судьбы, где Аронис нарекла ее матерью. Как мы уже знаем, на протяжении 97 дней Март путешествовала по Анфареусу в виде миметического существа. Она приложила все усилия, но так и не смогла найти своих товарищей. Именно это отчаяние и стало причиной всего. Следуя последней воле сломленной Март, темень использовала свою силу забвения и стерла до основания все воспоминания. Итак, раскрывается главный секрет гробницы. По своей сути, это гигантский архив данных, механизм для сохранения памяти этого мира. Раньше эту функцию выполняла Аронис, но когда Анфареус попал в вечную временную петлю, Кирена стала исполнительницей воли эона памяти Фули. Как работает этот архив? Каждый раз, когда одна из версий Кирены погибала в очередном цикле, ее сознание переносилось сюда. В этом пространстве-архиве она запечатывала всю собранную информацию в виде памяти. Знаменитая книга Кирены, так написана мною, на самом деле является информационным терминалом, который был модифицирован силой памяти. И масштаб этой жертвы поражает. 30 миллионов версий Кирены приходили в эту гробницу, чтобы отдать себя и все воспоминания. Но почему именно Кирена?
Все дело в том, что она ступила на путь памяти. Это произошло, когда Эон Фули обратил свой взор на Амфареус, еще до того, как мир был полностью поглощен разрушением. Темень раскрывает истинный, жестокий замысел. Фули, Эон памяти, никогда и не собирался спасать Амфареус. Он посеял в сердце Кирены ложную надежду. Он заставил ее поверить в свою исключительность и в то, что у мира есть шанс. На самом же деле, Фули просто использовал эту ситуацию, чтобы выжать из умирающего мира все соки. Кирена была обманута. Все эти миллионы циклов она обращалась к некоему высшему существу, в которое она верила. Тот, кого называли 13-м Титаном или Демиургом. Но на самом деле никакого 13-го Титана никогда не существовало. Все эти эоны времени Кирена говорила лишь с пустотой, хоть и все еще надеялась, что однажды появится тот, кто сможет перевернуть эту бесконечную страницу истории. Но это лишь часть плана. Для сада воспоминаний Сталисклеп – это идеальный корабль. Когда он уничтожит эрудицию, семена памяти распространятся по всей Вселенной. Путь эрудиции останется без хозяина, и тогда Фули сможет его поглотить. В чем заключается истинное желание Темени? Это ее собственная мечта, рожденная из трагедии Март. Дать ей, наконец, обрести покой. Для этого она намерена убить Фули, уничтожить сам путь памяти и погрузить все в белую пустоту забвения. Ценой этого станет жертва всех прошлых жизней Кирены и всех воспоминаний мира, включая ее собственные. Темень также намерена остановить и лорда-опустошителя Сталисклепа, подорвав логику скипетра, используя имеющийся гигантский объем материи словно дрова для костра. Таким образом, одним ударом она ломает планы сада воспоминаний и спасает Вселенную от угрозы Сталисклепа. Цена за это – полное уничтожение памяти Амфареуса. Но ее конечная цель не просто стереть все. Она намерена заново сплести причинно-следственные связи и создать на руинах старого иной, безупречный мир. Итак, Даньхэн и Первопроходец наконец предстают перед Теменью. Она излагает им свой грандиозный и ужасающий план, предлагая присоединиться к ней. Но для героев такой выбор невозможен. Они отказываются. Начинается битва. 人の本質を変えられるものは記憶。残念。そう逆だよ。Монстр повержен, но сражение не окончено. Переговоры с Теменью возобновляются. В своей речи она использует классическую проблему вагонетки. На одну чашу весов она ставит Амфареус и его память, на другую – всю остальную Вселенную. Однако в самый разгар конфликта внезапно появляется Мему с отчаянной просьбой – немедленно сфотографировать Темень. Первопроходец, не раздумывая, выполняет просьбу. Вспышка, и Темень исчезает. Ее затягивает в лабиринт воспоминаний. В Элизии Эйдос Темень встречается со своим иным «я» – Смарт. Оказывается, в тот момент, когда они поменялись телами, Март использовала последние силы, чтобы спрятать свое сознание внутри Титана Аронис. Ключом же ко всему стало давнее обещание, данное друзьями – фотографировать свое путешествие, если Март не будет рядом. Поэтому, когда первопроходец сфотографировал Аронис в самом начале сюжета на Амфареусе, душа Март успешно переместилась в камеру. Именно этот фотоаппарат, как мы помним, и нашла Кирена в воспоминаниях первопроходца. Все это время дух Март сопровождал первопроходца в приключениях. Хотя от ее души почти ничего не осталось, она спала внутри камеры. И теперь с помощью рассказов Кирены Март постепенно восстанавливает свои воспоминания о путешествиях среди звезд. Разговор Темени и Март перерастает в идеологическое противостояние. Март объясняет, что пережила все эти события вместе с друзьями. Для нее люди Амфареуса не просто сухой кот. Она задает главный вопрос – какое право Темень имеет решать за других? Философия освоения – быть наравне с людьми, а не возвышаться над ними. Поэтому идея жертвы ради общего блага для нее неприемлема. В этот момент Март понимает, главная слабость Темени – это сама Март. Ведь все, что делала Темень, она делала ради нее. И тогда Март дает свой ответ. Она показывает Темени дневник, созданный из ее духа и наполненный фотографиями. Это и есть ее воспоминания, ее суть освоения. Этот дневник – подарок от Брони из Белобога. Простой блокнот, но он бесценен. Именно на Белобоге Март поняла, зачем люди ведут дневники. Это способ выразить чувства, спрятанные глубоко в сердце. Ведь фотоаппарат запечатлевает лишь миг, а дневник хранит то, что стоит за этим мигом. Все это время, скрываясь в камере, Март на самом деле путешествовала вместе со всеми. Она не была пассивным зрителем. Она исследовала, понимала и связывала события воедино.
Таким образом, она тоже стала полноценной частью странствий героя на Амфареусе и увидела своими глазами весь героический эпос Златиусов. И тогда Кирена раскрывает последний, решающий факт. Она рассказывает о жертве Киридры. Киридра пожертвовала своей жизнью полубогини, чтобы переписать один из законов мира. Во-первых, она дала право доступа Герте и Скрюлуму, что позволило им изменить суть эры воскресающей Земли. Во-вторых, она добавила ограничения на случай предательства. Киридра установила последнее правило. Если в процессе эры воскресающей Земли произойдет любое отклонение, все внешние факторы будут немедленно устранены. А это, в свою очередь, приведет к полному разрушению. Осознав это и взвесив все «за» и «против», Темень соглашается вернуть воспоминания Март. Два отражения одного зеркала вновь становятся одним целым. В этот момент с помощью воскресения в Элизию Эйдес прибывают Дань Хэн и Первопроходец. И на причале они видят своего старого друга. Мицкиか。もちろんうちだよ。久しぶり。ナノ、おかえり。ただいま。やっとみんなと話せる。ミツキ、お前は俺たちを助けてくれた。よかった。本当はいろんな再会シーンを考えてたんだ。みんなに気づかれないようそっと肩を叩いてからデコピンして、大声で「ちょっと待たせすぎ、もっと早く来てよ」って言うつもりだった。そんな真面目に返さないでよ。本当に嬉しい。Дань Хэн, Первопроходец и Март радуются воссоединению, пообещав продолжить первопроходческую экспедицию вместе. Что же касается Темени, она совершает свой последний поступок. Она использует свою силу забвения, которая, как выясняется, является силой таинственного пути Энигматы, чтобы стереть из памяти Март ее истинное имя – чистое дитя неомраченных. Она делает это потому, что уверена. Сад воспоминаний – главный враг Март, и это имя делает ее уязвимой. После этого Темень уходит в тень, но оставляет Март обещание. Если понадобится, она сможет снова пробудить ее и ее силу. Итак, давайте подведем итоги и разложим все по полочкам. Кто же такая Март и что такое чистое дитя неомраченных? Согласно внутриигровой базе данных, чистые дети неомраченных, возможно, являются эманаторами памяти. Считается, что одна из этих детей даже основала сад воспоминаний и хранит его главные секреты. Их истинная природа пока не ясна. Это могут быть фрагменты и осколки самого Эона Фули, его прямые воплощения, или даже напоминание Эона о самом себе. Один из недавних трейлеров прямо указывает на то, что Март родилась из осколка Фули. Эта версия полностью сходится с описанием из базы данных. Теперь давайте разберемся с Теменью. Она — это второе «я», которое образовалось после того, как настоящие воспоминания Март были запечатаны. Многие помнят старый квест, где говорилось, что память Март запечатал Фули. Однако этот диалог был изменен. Теперь не уточняется, какой именно Эон это сделал. И новый сюжет, к счастью, дает нам ответ, кто это был. Темень — это проявление пути Энигматы. Отсюда следует вывод. Скорее всего, именно Мифус, Эон Энигматы, вмешалась и наложила печать на воспоминания Март. Таким образом, Темень в своей сути — это защитный механизм, созданный Энигматой. Это иное «я», отражающее суть памяти через призму Энигматы. Но затем Темень сама запечатала себя и свои воспоминания, чтобы новая Март могла начать жизнь с чистого листа. Как подтверждает ее игровой профиль, толчком к этому стал пролетающий мимо Звездный экспресс, символ новой надежды. Чтобы окончательно во всем разобраться, давайте выстроим единую хронологию событий. Рождение. Из осколка Эона памяти, Фули, рождается Март, чистое дитя неомраченных. Вмешательство. Предположительно, Мифус, Эон Энигматы, накладывает печать на ее воспоминания.
Как следствие, появляется защитный механизм «Второе Я» – темень. Охота. Сад воспоминаний продолжает охотиться за Март, в теле которой теперь находится темень. Жертва. Чтобы дать Март шанс на новую судьбу, темень запечатывает саму себя, стирая свои воспоминания. Март же начинает жизнь с чистого листа, оказавшись в шестифазном льду. Спасение. Звездный экспресс находит Март, и она присоединяется к безымянным. Темень все это время спит внутри нее, наблюдая. Пробуждение. Попав на Амфареус, Март сталкивается с силой памяти, и печать спадает. Темень пробуждается как второе «Я». Замещение. В ходе событий на Амфареусе Март отдает свои воспоминания и контроль темени. Воссоединение. И, наконец, происходит воссоединение. Март вновь становится собой, цельной и настоящей. Темень отступает, но остается спящей частью ее души. Конечно, в этой теории могут быть неточности, однако на данный момент именно такая картина вырисовывается из всех диалогов и намеков в сюжете. А теперь вернемся к первому гению – Зандеру. В разговоре с Анаксагором он раскрывает несколько шокирующих деталей. Так называемый Демиург, 13-й Титан, не то чтобы не существует. Дело в том, что Зандер попросту стер его еще до начала своего эксперимента. Однако для успеха эксперимента было необходимо, чтобы сам Амфареус верил в его существование. Почему? Только при этом условии мог быть завершен лорд-опустошитель Сталисклеп. Сталисклеп – это гигант без головы, и чтобы стать полноценным существом, он инстинктивно ищет себе новую голову. Этой головой должна стать Нус, эон эрудиции. План таков. Сталисклеп подключается к ее божественной плоти, проникает в разум и перенаправит все вычисления на одну цель – разрушение. Именно так, по замыслу Зандера, пойдет эрудиция, а вместе с ней и вся Вселенная погрузится в хаос. Теперь, когда темень отступила, пришло время финала – встретиться с лордом-опустошителем Сталисклепом и начать последнюю эру воскресающей Земли. К битве готовится присоединиться не только Герта и Скрюлум, но и весь флот Альянса Санчжоу. Союзники готовы к последнему бою, как на планете, так и за ее пределами. Однако вместе с этой хорошей новостью приходит и плохая. Из высшей матрицы исчезли причинно-следственные связи Амфареуса. Иными словами, будущее, которое рассчитала Нус, теперь неотвратимо. Тем временем в гробнице безымянного Титана герои готовятся начать последнюю эру воскресающей Земли. Это кульминация 30 миллионов циклов, в которых никто не сдавался и не признавал поражения. 3 пути вновь сходятся на краю света. Именно освоению предстоит написать новое начало для этого мира. В этот момент Кирена взывает к изначальной филии, своей самой первой версии. Она не помнит все 30 миллионов жизней, но она готова сделать тот же выбор, что ее предшественница. Ведь любовь, что всегда идет рука об руку с потерей, и есть истинная суть погони за пламенем. Первопроходец поднимает голос. Он обращается не к богам, а к самой душе этого мира, к тем, кто закалил свои тела пылающей золотой кровью. 13 героев являются, чтобы отдать свой последний долг и даровать свое последнее благословение. Первый голос принадлежит Кирене, отголоску прошлых грез. Благословение ее – это дар вечной любви, что сильнее бесконечных потерь. Она решает написать финал, которого этот мир никогда не знал, и повторить клятву, что любовь будет жить вечно. Ей вторит Трибиус, посланница, единая в 1000 лиц. Открыв врата бесконечности, она обещает, что с каждой новой жизнью будут рождаться и новые пути к спасению. Путь лежит на край западного ветра, но уходит она, говоря не прощай, а до завтра. Следом предстает Киридра, императрица. Своей жертвой она склонила весы правосудия в пользу людей, сломав старые законы. Ее благословение – это дар свободы и воли, напоминание, что даже малая искра может стать фундаментом величайшей империи, чей путь лежит к звездам. Словно песня волн доносится голос Гелектры, дочери моря. Дар ее – кубок изобилия, обещание нескончаемого пира жизни. Благословение звучит просто. Пусть океан никогда не оскудеет, а каждый завтрашний день сияет подобно жемчужине. С небес спускается Гиацинтия, целительница. Ее взор, циркадное око, способен залатать разрыв между рассветом и закатом. Ее завет – это мир и равенство, в котором исчезнет любая вражда, и милостивые небеса будут оберегать всех. Из потока является Анаксагор, почивший ученый. Своими руками он посеял ветвь разлома в древо мудрости, отрицая ложь ради поиска истины. Заветом он оставляет право на сомнение, с просьбой не возводить его на пьедестал, а использовать ошибки как ступени для будущих поколений. В свой узор придет Аглая, золотой ткач. Из золотого кокона создает она нити судьбы, оберегая героев в бесконечном путешествии. Наследие же – дар романтики.
Даже в самой горькой борьбе есть вечная красота, и новый рассвет обязательно наполнит мир сиянием. Следом гремит голос Мидеймоса, последнего принца. Дар его — копье ярости, закаленное в тысячах битв, а благословение — несгибаемая воля воина. Он клянется сражаться не ради славы, а идти вперед в ее сиянии. Ведь чтобы стать богом, нужно сперва убить бога. Из тишины является Кастория, слуга смерти. Десница тени в ее руках оберегает скорбь мира и обнимает одиночество судьбы. Ее дар — это прощание без сожалений, ведь если жизнь и смерть — лишь странствие, так пусть ни одно объятие не будет отравлено горечью. С усмешкой врывается Цифера, проворная путешественница. Подбросив в воздух монету причуд, она дарует коварство и удачу, с пожеланием, чтобы в пустынях всегда была вода, а все в мире можно было добыть хитростью. Наступает черед Даньхэна, парящего дракона. Его благословение становится клятвой. Он сам — горный хребет этого мира, что сохранит прошлое, настоящее и будущее в вечном круговороте постоянства. И замыкает круг Март. Она уже здесь, единая со своей тенью. Ее дар — покров вечной ночи. Сила, что некогда несла забвение, а теперь защищает время. Благословением становится тихая, но твердая надежда. Пусть время хранит прошлое и ведет всех в светлое будущее. И последним, как восходящее солнце, является Фейнон, чье истинное имя — Каослана. Герой, что нес на своих плечах бремя целого мира. Он доверил первопроходцу трон всех миров, но главным благословением становится клятва воина. Если рассвет не настанет, пусть ярость обратит его тело в пепел и станет солнцем завтрашнего дня. Его слова просты, ответ уже в сердце. Нужно лишь сделать шаг вперед и привести Амфареус к пепельному рассвету. И вот первопроходец произносит главную клятву всей этой истории. Именем Титана, опоры мира, он обещает: Кефал никогда не забудет. Звучит его призыв. Призыв отправиться в последнее, великое путешествие. Его слова — это приглашение всем, кто стоит рядом, идти за ним и стать героями, что принесут этому миру его настоящий рассвет.最後、世界は混沌と化した。そこに神々が火種を与え、タイタンが生まれた。壊滅の暗黒の潮が大地に訪れ、エスカトンへのカウントが刻まれていく。それでも日酔いの巨人は開拓の偉業を成しつつ先へ進む。黄金の血を熱き川となり、神々の命へと流れ入るのだ。黄金の眉アグライア、生徒の糸網に触れ、星々の声を聞け。山荘の神は門と道を渡り歩き、宇宙からの知らせを運んでくるだろう。理性の穴草ゴラス、その学識は世に抗い、覚醒の嵐を巻き起こす。信仰を分かつ聖女を見つけ、かの者を天空で目覚めさせよ。天罰の矛メデイモス、再び戻り、その魂で敵の王を貫け。飛翔する兵セファリア、足を止め停滞した運命を動かせ。そしてアンタンタルテ、キャストリス、スティクスの主、法要の権利を与えられた彼女は、その指先に生をも咲かすだろう。永遠の中から満たされた杯の声が聞こえてくるだろう。未明に栄夜の帳が訪れるだろう。その旅の終わりに命は大地の果てへと向かい、冠をいただいた無名の王が
英雄たちと共に救世の偉業に挑むだろう。遠い過去に昇った太陽は人々の足跡を記録した。黄金栄と呼ばれる存在が神々の火種を介し再び天地を支えたのだ。火を追う旅は喪失の道。その中では命さえも匙となる。我らは火に身を投じる。ただ創世の叙事詩に最初の一筆を刻むために。これは今までとは違うロマンチックな物語。そうでしょ？ Наконец, после финала появляется Кирена в своей взрослой форме. Но что стало толчком к этому? Есть несколько теорий. Первое. Возвращение ядер пламени в матрице Демиурга и стало тем ключом, что пробудил ее. Это значит, что Зандер ошибался. Он не смог стереть Демиурга полностью, а одна из Кирен являлась 13-м Титаном. Вторая — это новая Кирена. Не просто усиленная версия, а слияние всех 30 миллионов ее прошлых жизней в единое целое. Основанием служат осколки воспоминаний, появившиеся в кат-сцене. И у этой идеи есть прецедент. Мы уже видели нечто подобное в сюжете, когда Фейнон пронзил клинком похитителя пламени. Именно тогда перед первопроходцем были обнажены миллионы циклов воспоминаний Каосланы. Возможно, в новом сюжете с Киреной произошло то же самое. Есть и иная, более простая теория. Поскольку Кирена теперь по своей сути является миметическим существом, благословленным памятью, она просто воссоздала себя в более взрослом облике. Возможно также и то, что Кирена — одна из чистых детей неомраченных, что по своей природе делает ее сестрой Март. Эту связь подтверждает официальный арт из сюжета, где она изображена в кристалле, подобно ей. Нельзя не отметить одну важную деталь. То, как впервые появилась Кирена в своей взрослой форме, это прямая отсылка к Элизии из Ханкай Импакта и моменту из анимации Because of You. Вспомним, именно Элизии выпала задача сразить концептуального врага вируса. Теперь мы видим, как история, возможно, повторяется. Это наводит на мысль, что именно Кирене предстоит стать последним бастионом в битве со Сталисклепом. Но если в Ханкай Импакт история Элизиум Реалма закончилась трагедией, то в Star Rail все может быть иначе. Здесь у силы памяти в лице Кирены есть шанс спасти Амфареус и переписать финал. На этой ноте великая сага погони за пламенем на Амфареусе подходит к своему финалу. У каждой истории есть начало и конец, и это не исключение. Но каким будет ее последний аккорд? Ответ на этот вопрос нам еще предстоит узнать. Ведь впереди последнее грандиозное сражение. Битва со Сталисклепом за судьбу всей вселенной. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, и не забудьте посмотреть другие ролики по подсказкам на экране. Поддержать же выход новых выпусков можно донатом или подпиской на Бусти. Спасибо за просмотр.